Еще очень важным кажется мне, ну вот, одна из главных задач моего фильма. Не наступайте на провода, ребят, пожалуйста. Жонглирование для меня? Для меня это было чем-то очень необычным, как магия какая-то. Как он так делает? Да, удивление. Удивление и такой и интерес, и недоверие, наверное, несколько. Типа, что? Что это вообще? Что происходит? Для меня это какой-то наркотик. Взять что-нибудь пожонглировать, там, не знаю, побросать, половить. Для меня жонглирование – это динамическая медитация. Я жонглирую, чтобы уходить от мира. Пока человек жонглирует, вокруг у него в мире что-то происходит волшебное. Вот. Волшебство начинает какое-то происходить. Мне 30 лет было, это уже 17-й, получается, год. У меня друг в цирке работал жонглером. Он уехал в Китай, и что-то у него там знакомые какие-то тоже были из Казани, кто жонглирует. И я его спросил, говорю, кто может научить? Он говорит, да брось, чувак, тебе 30 лет, ты не научишься. Ну, типа, после 30 уже не начинает. Я говорю, да брось, хорош, научусь. Ну и вот уже 5 лет я кидаю. Ну, в основном я перекидки кидаю, то есть я не соло-жонглер, я перекидочник. В этом какой-то свой кайф есть. Самый первый мой реквизит из объектных манипуляций было йо-йо. Вот, это было в 5 классе. Там мода пошла, вот, все такие накупали себе пластиковых йо-йошек, там рублей по 500. Начали делать первые трюки. Ну, мне там друг показал на первых порах, как он делает из ниток Эйфелеву башню. Там, или, как ее там, вот эту звезду Давида. Вот. Потом он как-то там очень классно возвращал ее назад и сматывал полностью нитку. Ну, мне захотелось изучить механизм. Но и, конечно, ну, все друзья что-то делают, все об этом разговаривают. Да, я тоже. Я что, я рыжий, что ли? Я не рыжий. Слушай, ну, учитывая, что я из цирковой семьи, мой папа тоже жонглер, то это было, ну, во-первых, вполне естественно, да, потому что как-то, ну, в цирке все равно родители стараются детей по своему же пути пускать, ну, и я не исключение. Первые мячики, которые я взял в руки, это были, естественно, мячики, потому что по нашей классической технике, да, технику ставят на мячах. Ты это прекрасно знаешь, да? Это были теннисные мячики по старой дедовской технологии, шприцом закачанные водой. Это были вот мой самый-самый первый реквизит. Мне было 6, я начал жонглировать, когда мне было 6. Не было никакой альтернативы. Я нашел какие-то маленькие шарики, легкие, из погремушки. Я вытащил оттуда все шуршащие штучки, обмотал черной изолентой и стал ими жонглировать. Потом мне захотелось жонглировать булавами. Как делаются булавы, что они с собой представляют, я тогда не знал. Я придумал так. Я взял досточку такую, вырезал такие лопаточки, закруглил ручки. Это были у меня такие коротенькие лопаточки, как булавы. Я стал учиться ими, у меня получалось до 12-15 бросков. Я смотрел в отражение стекла сарая, думаю, вау, как настоящий жонглер, летают, вау. Мне так это все вдохновляло. У меня был друг хороший, мы с ним учились, все. Я занимался спортом, там где-то на борьбу ходил, что-то. Он говорит, а вот цирковая студия тут есть в одном ДК.
Пошли. Я говорю, пошли. А ты что-нибудь можешь? Я говорю, вообще ноль. А ты? А он мог веник поднимать ногой. Ну, вот, закладку эту. А у меня челюсть отвисла, нифига, он показал это. Мы пришли, мы к вам вот хотим. Ну, давайте, что можете, ничего не можем. Ну, вот вам, по-моему, по одной даже булаве дал. И показал перекидывать. Вот, становитесь и пробуйте. Мы 2 часа простояли каждый с булавой. И полбы, и куда угодно, но мы четко отстояли всю репетицию, у них там по 2 часа репетиции были. Он подошел к нам и говорит, ладно, приходите. Были вожатые в разных лагерях, которые вот периодически где-то показывали, как они жонглируют. То есть какой-нибудь дурацкий конкурс, типа там «Алло, мы ищем таланты». И все что-то умеет, кто-то умел там сальтухи делать, кто-то на руках ходил, вот много людей было. А жонглировать показывал только 1 человек. И у меня это как-то вот сознание отложилось. Я думаю, что это пес как сложно, что это что-то нереальное вообще по сложности. И вот спустя там 10 лет, когда у меня появился интернет наконец-то, я там набрал, как же научиться жонглировать. Поставил себе цель. За полгода. Ну вот я буду очень стараться, но я постараюсь научиться жонглировать. Вот, я научился жонглировать за 2 недели. И у меня еще оставалось, собственно, полгода, ну, без 2 недель. Я такой, ну, окей, а что еще там есть? Ну и как-то, в общем, затянуло. То есть вот с тех пор продолжаю. Уже 10 лет, даже уже 11. То есть ты держишь вот этим большим пальцем, а вот этой ты спускаешь. Мы не закрываем руки. Ладони всегда у нас открыты и смотрят наверх. Бросок, щелчок, поймали. Бросок, щелчок, поймали. Не знаю, что нужно сделать, чтобы не попал по ноге. Прям вот залюбил, именно вот когда я почувствовал, что это мой жанр, что мне очень нравится. Мне, как ни странно, было 15. То есть это был прям очень большой промежуток, когда я то репетировал, то не репетировал, то мы активно с отцом занимались, у меня шел прогресс, то как-то мы все это дело бросали. Я несколько раз в своей жизни вообще заканчивал заниматься жонглированием, вот просто прям заканчивал там на несколько месяцев. И потом начинал снова. Изначально были мячики. Потом в моей жизни мы приехали на гастроли в Англию, потому что в России ты реквизит фиг найдешь, ты либо сам все эти булавы там выпиливаешь там, из бутылок, делаешь из фанерок. И в Англии мы купили булавы. Причем в каком-то магазине, знаешь, типа пятерочки наши, там вот Walmart, там есть детское отделение, там игрушки, то. И, собственно, просто жонглерские реквизиты. Вот эти классические шитые мячики, знаешь, с такими разноцветными делениями. Прям вот цирк-цирк, как шапито такой, да, раскрас. И вот прям пакетик с 3 булавами. Это целиковые пластиковые булавы, пустые внутри абсолютно, ничего не было, то есть у них даже своеобразный звук, я его узнаю, прям не знаю, с одного прихода в руку я узнаю этот звук. Вот, появились булавы, и там же вот таким же образом у меня появились первые 3 кольца. Или 4, я вот сейчас не помню. Причем разноцветные, вообще какие-то непонятные кольца, чуть ли там не разновески. Вот, а учитывая, что сейчас я жонглирую исключительно кольцами, то кольца появились вот в самый уже последний момент. В самый последний момент. В одной из программ встретились с диаболистами, Диабола. Покажи, что это, как... Он мне показал, я попробовал. Ну, как? Это вообще затягивающе. Вот Диабола как бы затянуло, как не знаю что. Как-то так по жизни пошло, что, работая в других номерах, я опять столкнулся с Диабола, где я уже, по-моему, достал даже себе Диабола. Вот Диабола больше всего меня, конечно, затянуло. Что интересно. Диабола сложнее жонглирования тем, что ты не руками, не на чувстве рук, на чувстве, но через палочки передаешь. И всего одна тоненькая веревочка. Это вот давало такой завод, что ну, вот я приходил там часам в 7-8 утра. В ЦЦИ репетировал. И часов в 7-8, иногда и в 9 я только уходил с ЦЦИ. Уходил, когда уже руки вообще ничего не держали. Просто уже готовый, и голодный, и готовый, лишь бы домой добраться. Но все равно от этого кайф получал.
опять же, как бы, когда я начинал, русскоязычных материалов там по обучению было мало. Все в основном было иностранным, ну, кроме вот сайта Jugglers.ru, в котором были ссылки на сайт, который уже на данный момент не существует, kingcascade.com. И там было, по-моему, обучение трюка take-out. И была большая проблема в том, что трюк был, мягко говоря, не совсем очевиден. То есть есть какие-то гифки, мало информативные. И была очень большая часть текстового описания, что там происходит. И вот именно благодаря текстовому описанию можно было понять, что же, собственно, надо делать. Я понял, что тут необходим какой-то вот перевод. То есть как это вот вообще, чтобы было текстовое пояснение. Ну и, собственно, пришлось сделать. Я понял, что я должен поведать об этом миру, чтобы последующему поколению не пришлось так же страдать, как и мне. Вот это был примерно, по-моему, первый перевод. Не было каких-то коллег у меня, там, не знаю, такого комьюнити жонглерского, как в Санкт-Петербурге. Я варился в собственном соку, и педагогов не было. То есть я даже не знал, когда я вот дошел до 7 мечей, я даже не знал, как их правильно в руках держать. Не говоря о том, что как их выбрасывать правильно и ловить. Даже про это. Никто не заставлял меня ходить на репетиции. Вот сколько появилось у меня желание пожонглировать, я это делал. Для меня это была Болотная площадь, вот, где собирались фаерщики и жонглеры, которые только вот самые первые любители жагла, где-то в 2005-2006 году это было. Когда я первый раз там оказался и увидел небольшую группу людей, которая жонглировала, я подумал, так, вот с этими ребятами я хочу тусоваться. И был на тот момент еще Live Journal, живой журнал. Была страничка, она, по-моему, сейчас есть, Ружаглин комьюнити, где ребята отписывались о том, что будут встречи, выкладывали какие-то небольшие фотографии, там 1-2, может быть, там в неделю. Вот. И с тех пор, собственно, вот эта болотная тусовка, она так росла. Вот, то есть были традиционные болотные четверги, когда все жаглеры немногочисленные собирались на болотке, ну, там тусили. Меня очень сильно вдохновил и очень сильно замотивировал, как ни странно, Энтони Гатто. Потому что на тот момент у нас же Ютуба не было. Да, там он появился, по-моему, в 2006, наверное, где-то там, ну, плюс-минус. Ютуба не было, мне попал просто диск с записями. У Энтони Гатто, у него в начале нулевых была запись «To be the best», там часть 1, 2, 3. И там просто, ну, набор трюков его, каких-то репетиций, выступлений не было, то есть чисто тренировочные видео, где человек просто вытворяет какие-то невероятные вещи, и я на это посмотрел и такой, блин, я тоже так хочу. И все, и с этого момента как-то вот прям понеслось. То есть я приходил в цирк сам, я приходил, не знаю, часам к 9 утра и уходил там в 10 вечера, то есть я репетировал по 10, по 11 часов в день, и меня прям перло, то есть я обожал это, я засыпал, у меня руки все разбитые были просто напрочь абсолютно. В тот момент я уже не бросал мячики, и булавы это уже оставил, чисто кольца. И ты лежишь с этими забинтованными руками, там, постирал носочки, тоже по дедовской старой технике, батя мне рассказывал, в училище и так далее, постирал носочки, кожу распарил, кремом каким-нибудь забил, там, забинтовал, если есть чем, и лежишь как мумия с этими руками. Просыпаешься с утра, они просто все воспаленные, у тебя руки болят, просто ногти все оторваны, и ты такой идешь, значит, с этими руками, сначала полчаса, наверное, щупаешь кольца, чтобы просто боль прошла, и все, и потом ты начинаешь прям вот жонглировать. Ну, назову, наверное, непопулярный ответ Эдриан Мондо. О нем вообще мало кто знает, но сейчас, потому что он практически сейчас уже не ведет активную творческую деятельность, но вот в 2010-2012 годах он был очень известен. Он даже приезжал со своим спектаклем в Москву и организовал выставку свою творческую. Вот я с ним лично знаком. Он больше программист и хореограф, нежели жонглер. Но его стиль, его пластика, его вот именно искусство сочетать обычное жонглирование с контактом, оно прям возбуждало во мне достаточно серьезный интерес к этому делу. Мы пришли в цирковую школу в Финляндии, в Тампере. И мне было 14 лет, да, я как бы хорошо жонглировал мячиками, я туда пришел и разговорился с этими финнами на ломаном английском, и меня познакомили с Онни Тойванином. Ему было тогда, там, не знаю, лет 19, мне 14. И я там пожонглировал, он мне показал тоже некие трюки, да, вот с этими с баллами. И я понял, да, это, конечно, было открытие для меня. Я посмотрел, ну, до этого я видел, как наши жонглеры в цирках жонглируют, да, там.
под руками, там, за спиной, классические, да, классические трюки. И тут Уни Тойванин, да, я обратил внимание, что они совершенно по-другому на реквизит смотрят. С Сергеем Игнатовым мы работали на фестивале, на 13-м Европейском фестивале жонглеров в Германии. Это конец 80-х годов. Тогда мы подружились с ним. Его пригласили от нашей страны как соло-жонглера, а мы как парные жонглеры на гала-концерт. И вот тогда мы увидели зарождение вот этого нового современного жонглирования, вот эти все вертушечки, вот эти все. Мы еще смеялись, думали, что это такое? Это был конец 80-х годов. Что такое? Для нас это Гнат Сергей. Берешь больше, бросает дальше. Количество, все. А там на гала-концерте девочка немка выступала с 3 колечками. Она крутила их так. Одно колечко перебросит, так. А мальчик с 2 булавами тоже крутил их. Да что это за номера? Номера, нужно 5 булав бросать, 6, перекидку, за спину. Вот это номера. Что такое 2 булавы? Мы не понимали, что это развитие нового жанра. Но оно очень привлекало, и там были сотни людей, которые приехали со всего мира посмотреть, поучиться. И они собирались и учились этому. И мы так с пренебрежением смотрели, нет, что-то это непонятное развитие такое, не туда идет жонглирование. Оказывается, это совсем другое направление появилось, контактное жонглирование. Когда я не был знаком с контактным жонглированием, это, конечно, магия акриловых шаров. Вот, несмотря на то, что это всего лишь шар, да, прозрачный шар, но в умелых руках он производит настолько яркие и неизгладимые впечатления как для окружающих, так и для тебя самого по ощущениям, что это вау. Вот это забавная вещь, да? Например, блестящий шарик, ты его не видишь. Ты видишь то, что в нем отражается. Или прозрачный шарик, его ты тоже не видишь. Ты видишь то, что ты видишь сквозь него. То есть это такое что-то очень метафоричное. Это как зеркало напротив зеркала, которые создают бесконечный тоннель. Вот и само жонглирование контактное, оно тоже такое. Вроде ничего не происходит, тем не менее. Знаешь, самая лучшая изоляция? Ты же знаешь, что такое изоляция, да? Самая лучшая изоляция вот такая. Вообще никакого движения. Просто ты в этот момент сам учишься, и людей учишь наслаждаться волшебством момента. Одного единственного момента времени. Остановись, посмотри на это. Всегда были интересны какие-либо мероприятия общественные. То есть я в школе всегда занимался организацией какой-то движухи школьной. В школе я был председателем школьного совета, 10-11 класс, и мне так или иначе надо было проводить какие-то соревнования, ярмарки, конкурсы. И мне всегда это нравилось. Вот. И также потом, когда я уже влился в жонглерскую тусовку, я понял, что каких-то общих интересных больших мероприятий, да и малых. Ну, их, во-первых, тогда не было, а во-вторых, мне было интересно понять, возможно ли их организовать именно вот в этом комьюнити небольшом.
сообществе. Ну, собственно, я и начал этим заниматься. И в 2008-2009 годах мы сделали совместно с Димой Бункиным, моим коллегой, первый фестиваль по контактному жонглированию, направленный именно на популяризацию этого жанра жонглирования. В тот момент я только начинал этим интересоваться, как смежной дисциплиной. И мне казалось, это очень классная идея, интересная. И тем более, что Дима предложил отличную платформу в виде своего университета МИРА, где мы проводили первые фестивали. Параллельно с этим мы искали вариант, чтобы предоставить какие-либо призы участникам этого конкурса, тогда еще совсем молодого. Вот. И я сказал, соответственно, Диме, что есть вариант заказать что-либо из призов вот, в магазине Fairmark, где мы сейчас находимся. Вот. Дима связался с директором нашего магазина Димой Сажиным. Вот. Они договорились о том, что магазин предоставит энное количество акриловых шаров. Их было тогда здесь просто навалом, там 2 огромные коробки, шаров, наверное, 70. Никто вообще не знал, что с ними делать. Они были просто как бижутерия. А мы явились теми людьми, которые как бы эти шары, они прям четко как бы дали понять, что с ними можно делать и как можно делать. Кельвин Кальвус! Yeah, I can't do so much sentences because you mostly don't understand. You understand? But one for the really can you translate it? Because I don't want to say something wrong and For the perfect technique of... За великолепную технику исполнения. За великолепную. За великолепную. За великолепную технику исполнения. Nikita Ismailov. Congratulations. Was a really brilliant, perfect one. Thank you. Всем спасибо. До свидания. Но надоело мне, конечно, довольно быстро. Очень такое скрупулезное, скучное, медитативное, муторное, вот очень подходящее слово, муторное занятие. Ты прямо будешь долбить. И пока ты в классическом жонглировании не можешь сделать 50 бросков, вау, всех удивил, поразил, блеск. А тут ты... Да, он зараза тяжелый. Стоишь, не шевелишься, на руке держишь, и пот уже льется с тебя.
Потом, после того, как мы сделали такие маленькие камерные мероприятия, они все проходили в залах и не были доступны для широкой публики. Вот, мы поняли, что нужно делать что-то более масштабное. И я в свое время тогда, вот в 2010-2011 году, познакомился со многими цирковыми жонглерами, профессионалами: Рудольф Левицкий, Паша Евсюкевич, Виталий Миронов. Вот, и мы договорились о том, что мы попробуем организовать чемпионат по спортивному жонглированию, попробовать именно жонглирование сделать, ну, показать с точки зрения спорта. Ты знаешь, я в 95-м году закончил жонглировать. У меня, я на Лесном бульваре закончил работать и взялся за другой вид деятельности, абсолютно не связанный с искусством. И как-то так получилось, что я не просто даже забросил, я вот даже их просто не брал в руки, и даже вот супруга долгое время не знала, что я вообще умею жонглировать. Вплоть до 2010 года она это не знала. И уже в 2010 году уже были планшеты, такие первые, был YouTube. И я что-то посмотрел на YouTube и увидел, что есть международная ассоциация жонглеров, что есть федерация спортивного жонглирования. Увидел все это. Я подумал, прикольно, слушай, люди на улице этим занимаются как хобби, как воркаут. Идея возникла после того, как я посмотрел, значит, ряд видео на Ютубе Джейсона Гарфилда, который организовывал такой чемпионат, такие соревнования в Америке. На тот момент в них принимало участие несколько наших жонглеров, в том числе Паша Евсюкевич, с которым я был хорошо уже тогда знаком. Вот. Я с ним связался, спросил его, что он думает насчет того, чтобы попробовать сделать вот такую историю у нас в стране. Он сказал, что да, было бы интересно, возможно, с учетом того, что он знал и знает большинство всех жонглеров, профессионалов, для которых это жонглирование, по сути, работа, основной вид деятельности. Вот. А я на тот момент знал практически всех сильных любителей, которым это могло быть интересно. И на наше счастье появился среди нас еще Олег Васильевич Якимук. Вот. И он нам сказал: ребята, давайте попробуем сделать на классной большой спортивной площадке. Когда мы познакомились с ними, я говорю: слушайте, давайте сделаем, в России есть такое, как вот Международная федерация жонглирования спортивного? Ну, здесь нету, говорит, но я тоже хотел, и Паша, и Костя говорят, давайте вместе. Вот мы втроем собрались, я говорю, давайте что-нибудь придумаем. Арендовали вот это помещение, все втроем ездили туда, договаривались со всеми, все сделали, задник, все сделали. В общем, договорился Паша со всеми ребятами, молодыми жонглерами, кого интерес был принять участие в этом. Костя обеспечил реквизит, вот эту всю историю. Ну и, в общем, сделали такой чемпионат. Показал, что есть очень много разных жонглеров и любителей, и среднего уровня, и сильных жонглеров, профессионалов, которым интересно. Нам даже удалось сделать квалификации, разделение жонглеров по аж 6 разрядам. Вот, и достаточно все это объективно судилось метрами нашего жанра, что мероприятие было достаточно успешное, затратное, и эмоционально, и энергетически, и финансово, но успешное, и высокоуровневое даже сейчас. Мое первое выступление на большом манеже цирка.
Мне было 15 лет, и у меня уже был готов номер степ-жонглер с мячиками в отскок. До этого я выступал на каких-то маленьких сценках. А тут, извините меня, тысячный зал, фестиваль, к тому же, это большая ответственность. Я выхожу в манеж, значит, мое выступление, я вообще не волнуюсь, вот прям вообще, потому что с первых минут моего выступления зритель меня так принимает, такой зал, такой свет, такая музыка, такая атмосфера, и я кайфую, я выступаю просто вот. Идеально отработал, ничего не упало. И только уже после этого выступления я осознал, где я нахожусь, потом уже переварил. Вот. И я выступал на гала, второе выступление, там уже мне попадали мячики, потому что я уже сильно волновался, уже понимал, где и что я вот в этом вопросе. Так что такой интересный опыт. Так как я с самого детства в цирке был, на Вернадского, все, я там начал репетировать, я тебе говорю, вот меня заметили. Сережа Неделька говорит, все, давай делать номер. И меня взяли в штат Большого Московского цирка как уже артиста. После там года, наверное, 2 я был учеником, репетировал. Потом поставили номер, все, и сразу я поехал, по-моему, в Ижевск, потом в Харьков, Днепропетровск, по Украине покатался. Потом 18 лет поехал в Голландию, в Винтер-циркус, там такой на сцене. Все, и вот где-то 16, наверное, началось все прям уже так, работа прям. Ну, это потрясающее ощущение, это адреналин, это энергетика от зала, от меня энергетика, вот это вот передача энергии, это вот реакция публики, когда у тебя что-то получается, когда им нравится, когда им не нравится, когда ты делаешь хорошо, когда ты валишь что-то, ну, это надо почувствовать. Это, то есть такие химические процессы в организме, которые не объяснить. Жонглировать начинаешь, ты уже чувствуешь там полет был, ты уже, выпуская булаву из руки, уже знаешь, как она приземлится. Не докрутил, перекрутил, там, не довернул, уже знаешь, что что-то пошло не так, например. Это уход в себя, это первый момент. А второй, это прямо противоположно, это когда выходишь на манеж, там, грубо говоря, самая большая моя аудитория была 3500. Выходишь на манеж и делаешь какой-то трюк и ловишь с трибуны это. И это заряжает, я не знаю, как это передать. И ты уходишь с этого манежа не уставший, не выдохшийся, а наоборот такой заряженный, наполненный, как будто что-то еще сейчас будешь делать. Вот, наверное, вот это ощущение. Я больше вот с цирковой все-таки движухи, нежели философия цирковая больше. У меня вообще, в принципе, когда я работаю, меня распирает. Я потом после, допустим, выступления, я могу вот так вот выйти, у меня вот так руки будут труситься, как у какого-то алкоголика. Потому что в момент выступления у меня собрано все. Руки, там, тело, все. Но после выступления мне вот хочется просто так растечься просто по полу где-нибудь. Потому что в моем случае это азарт, прям жесткий. И ты как будто бы на вызове. Даже если какой-то вызов ты не смог осуществить, да, преодолеть себя в чем-то, то ты еще больше становишься как будто бы азартнее, ты еще больше начинаешь как-то, а в следующий раз я сделаю это, а в следующий раз и больше, больше, больше. Не бывает такого, что ой, у меня что-то не получилось, какой-то трюк, все, до свидания. Брошу все это дело. Такого не бывает. Заворожило или что меня, допустим, когда там кидаешь, классно. Бывает иногда уже даже в профессионалах, бывает, выйдешь, отработал и ушел. Бывает, выходишь и что-то наплывает. С таким кайфом вот вообще улетаешь, сам улетаешь, с таким кайфом работаешь, и все так чистенько получается. Вот это бывает, так почувствуешь, вот это кайф, вот сейчас поработал хорошо, когда именно кайф от работы. Иногда механически, автоматически, потому что работы было много у нас, каждый день мы работали, каждый день 2-3. На автомате вышел, бомбил свое и передохнуть. В принципе, жонглирование, лично для меня это не есть что-то такое, чем что-то очень мега-пупер интересное. Потому что ты отрабатываешь постоянно механику.
да, это чисто мышечная память. Вот ты кидаешь там мячик, да, кинул его как-то криво, один мячик, вот там поймал его. Еще раз 50 кинул, ты уже правильно его ловишь. Жонглирование — это постоянно ты повторяешь одно и то же, одно и то же, одно и то же. И профессионалам это, в принципе, наскучивает. И они чаще всего идут репетировать не потому, что им хочется, а потому что, ну, так, знаешь, нейтрально. Типа не то, что хочется, но и не то, что прям не хочется, да, ну, надо идти. Но, мне кажется, не любить жонглирование и быть жонглером невозможно. Ну, то есть, потому что такое количество повторений нужно сделать, что человек, который не просек это, просто плюнет там, ну, через месяц. Ну, раньше я репетировал, на самом деле, гораздо больше. Там, реально, вот как говорят, там по 7, по 8 часов мог вообще легко, даже больше. Сейчас уже мне не хватает настолько. Я прихожу, там часа 3 порепетировал, и все, надоедает. Стало сложнее, потому что жонглирование стало уже работой, а не хобби, когда сюда поступил. Вот. Раньше все-таки это какое-то хобби после школы было, а сейчас это все-таки это моя основная деятельность. Значит, я должен кидать, просто должен, даже когда не нравится, даже когда не хочется. О, конкуренция была большая. Жонглеров было, в отличие от сегодняшнего времени, в цирке очень много. Мы работали, по-моему, в парке Горького. Там работали мы, жонглеры, потом с Колпачками и Някины. Еще кто-то. Были программы, в которых работало 4 номера жонглеров в одной программе. Жонглеров было очень много. Я в хороших отношениях был с Игорем Абертом. Слышали, да, эту династию? Это классика. Мы у них учились жонглировать в перекидку. Потому что КИС нам давал основную классику, классического жонглирования, а в перекидку у нас не было школы. И мы когда видели, когда как раз Валеру Щербакова вводили в работу, и они показывали ему эту школу перекидки, когда нужно перебрасывать перекрученную булаву не на 1,5 оборота, как это мы делали, а просто ты держишь спокойно и спокойно, затягивая темп, на полоборота перебрасываешь и бросаешь. И Афанасьев, они очень тогда ревниво относились к технике, никто ни с кем не делился. Кроме Сережи Игнатова, никто. И он на меня смотрел: «Чего вы подглядываете? Это наша техника. Не надо здесь находиться. Не надо». Ну, не надо, идите куда хотите. И они закрывались в спортивном зале, и Валерию Щербакову передавали вот эту школу, чтобы никто не видел, потому что это наша, наша. Ну и у Игоря Аберта тоже были определенные замашки. Я слышал, такой случай был. Говорится, что нельзя брать чужой реквизит без спроса. И сидит в зале, в зрительном, после репетиции Игорь, лежат эти булавы его, подходит какой-то начинающий жонглер, взял без спроса эту булаву, у Игоря глаза на лоб, что будет дальше? Покрутил и побросал. Ну что, хорошая булава, что, нормально было. Игорь: а ты в перекидку бросаешь? Да. Хочешь со мной? Да, да, конечно, да. И начинают они бросать. А и у Игоря очень сильные кистевые броски. И он со всей силы как даст, раз, и пальцы сломал. Он подошел и говорит: будешь знать, чужой реквизит брать никогда нельзя. Понял? Ой, старая школа воспитания. Полноценно я начал этим заниматься в 2012 году, как 19 мая
2012 года, я даже помню, это было открытие огненного сезона в Твери, и меня перепутали с одним из артистов. Вот, и так я попал на сцену, там я тоже много чего дурил, и понял, что, черт побери, да, оно мне нравится, я хочу этим заниматься. И понеслась. Сразу, да, я начала, наверное, как и большинство споев. Пой я крутила ровно сутки без остановки, так что у меня отвалились руки и поняла, что это не мое сразу. А потом я увидела став, да. Я первый раз, когда я взяла в руки, я поняла, что это продолжение меня. Что это продолжение моего тела дальнейшее. И вот с тех пор я с ним не расстаюсь. Я увидела как раз речной вокзал. На речном вокзале у нас были фаерщики. Я увидела и влюбилась. Я просто такая, боже мой. Я на тот момент, мне 19, я ничем не занималась. У меня не было... Я не занималась танцами, я не занималась растяжкой. То есть я такая понимаю, что именно каких-то физических выступательных навыков у меня нет. И я такая, черт, а я хочу. И я просто такая, я найду этих чуваков, я вытрясу из них всю информацию, я вытрясу из них душу. И, в общем, я нашла их. И начала заниматься, и первая в руки мне попалась палка, соответственно, и я начала заниматься палкой, мне очень понравилось, и вот до сих пор я здесь. То есть, если первый год я занимался, скажем так, шерстя интернет, у нас передавались там всякие на DVD-шках болванки, вот эти вот, все, знаешь, залитые из кучи видосов. Причем это не то, что сейчас, да, то, что сейчас там может наш зритель видеть, который, в принципе, выходит в интернет, это ты заходишь на ютубчик, и там уже все красиво. В 2006-м, когда ты заходишь на свою болванку, вот это вот со скачанными видосами, которые были скачаны в качестве 360p, на плохие камеры там, с ужасными матрицами, с низкой светосилой, и у тебя просто такие огонечки мелькают в воздухе, и ты пытаешься по ним вообще понять, что это за рисунок, и как там еще руки куда-то двигаются. А если ты находишь видео качество, где ты просто видишь человека адекватно, что он делает, это уже победа, считай, да? У меня дома места никогда не было там узко. Я дома, значит, сидел за этим компьютером своим, с толстым, этим выпуклым, пытался посмотреть эти видео, которые в ужасном качестве, еще плохо видно, полуночью все всегда снято почему-то было. Потом я шел на улицу, спускался с 4-го этажа, пытался повторить, мне ничего не получалось, я так вот ходил несколько раз туда-сюда, чтобы просто понять, что там происходит. К слову, у нас такая была система, что ты можешь покрутить огонь, только пройдя экзамен, только научившись там кучу восьмерок, поворачиваться, мельницу и так далее. Только через месяц я взял первый раз в руки огонь. И до сих пор считаю эту систему правильной, потому что, много раз встречал такое, что, ты научился первый элемент, классно, вот тебе огонь, крути. Нифига, не должно быть так, я считаю. Много чего. Опять-таки, и негатива было много, связанного с уличными артистами, потому что много уличных артистов не соблюдают технику пожарной безопасности, как мы знаем. Многие уличные артисты не стремятся особо развиваться в плане техники, да. Для меня эта тема плюс-минус больная, потому что мне это нравится. Разные вкусы бывают. Но, опять-таки, есть множество коллективов, которые выступали на улицах, потом приходили на фестивали и рвали. Просто реально рвали за счет того, что у них есть вот эта вот энергетика уличная. А так, говоря словами классика и очень крутого артиста огненного шоу, говно — это ваш фаер-шоу. Вот. На самом деле я больше люблю тренинг. Как и многие, кто вот со временем доходит до элементов, потому что на огне ты не все можешь реализовать, не весь свой потенциал. А тренинг позволяет реализовать куда больше. То есть огонь — это все-таки шоу, это выступление, а если мы говорим за скилл, за технику, то это тренинг. Мы крутили просто ерунду, то есть всякие восьмерочки, антиспины, да, мы там неплохо, нормальная там техника, старались быть получше, вот, но в какой-то момент, это, знаешь, год, наверное, 2012 примерно так, появился видео Пои-боя, где он выступает на чем-то дне рождения, там какой-то день рождения какой-то жонглерской тусы, и делает там выступление с контактным поингом. Вот, начинает по рукам катать, и я такой, я хочу вот так. Мне вот это вот все крутить, все эти цветы, вся эта геометрия вообще не интересна. Я хочу катать вот так. Году в 13-м я себе сделал 3 пайка. Они были короткие, как булавы. То есть я купил себе 3-й пыхи, вот, собственно, которые со мной до сих пор тогда еще. И сделал пой такой же длиной, как булавы. Было очень неудобно, но и шарики были маленькие. И мы делали из того, что есть. То есть там сотых мячиков было не достать на тот момент. В чем проблема основная была у нашего реквизита, вот этого 3-пои? В том, что на раннем этапе как-то выглядел. Был, собственно, мячик теннисный, была цепочка чаще всего, в редких случаях веревочка, и были чаще всего петелечки. Не было никакого типа подобия ручки, противовеса или чего-то такого. И получается, что в том формате, когда они были на своем этапе зарождения, мячики были легкие,
И идея того, что ты их можешь кидать, она была потенциально возможна, ну, на 1-2 предмета, потому что, в принципе, перекинуть можно чего угодно с чем угодно, да. И уже с приходом хорошего реквизита мы уже подумали, посмотрели, что, оказывается, это можно. Я думаю, что у классического жонглирования намного выше порог входа, чем у кручения. Намного больше времени проходит с момента начала твоих тренировок и до момента, когда ты можешь сказать, что вот, все, я застабилил свой первый элемент. Причем, я бы хотел тут выделить то, что я говорю про классическое жонглирование, потому что классический вот этот протоптанный много раз путь жонглера, потому что есть такое направление, как clay motion, например, и там порог входа гораздо ниже. И действительно, наверное, его можно сравнить с кручением пои как раз. Наверное, не уверен. Ну, опять же, у нас есть много жонглеров, фактически пои, кто кидает, но они все разбросаны по России. И это очень неудобно, да, потому что, ты всегда понятно, что когда ты вживую с человеком общаешься, ты можешь посмотреть у него, что-то подглядеть, каким-то образом увидеть, где у него там положение рук, как плечи стоят, там какая высота, положение предмета. И ты уже раз, и у тебя уже как бы в голове картинка хотя бы какая-то собирается. Потому что по видео жонглированию учиться, мячики еще ладно, ну а то, что объекты в 3D двигаются, там булавы какие-то, да, они все равно кидаются немножко под 45 градусов, они не кидаются там в плоскости идеальной. И поэтому на определенном этапе можно просто физически просто не понимать, как это делается. Ты вроде смотришь на видео, ты вроде повторяешь за человеком, что-то не летит тебе никуда, или ты не ловишь, или ты косячишь. Поэтому вот именно окружение как бы очень-очень сильно дает о себе знать. Но самое большое впечатление, конечно же, оставила после себя Европейская конвенция EGC. Я ездил в Тулузу в 2013 году. Это, конечно, был взрыв мозга, но это потрясающе. Когда ты то, что все, то есть ты вот эти вот трюки какие-то крутые, ты выхватываешь из интернета, из Ютуба, там, из каких-то маленьких роликов. А тут у тебя, то есть ты в общий зал заходишь, и тут вот эти же люди, которых ты видел по видео, они прям рядом с тобой вот так вот хреначат там свои безбашенные трюки. И когда я впервые приехал на жонглерскую конвенцию в 2008 году, на Европейскую жонглерскую конвенцию, меня специальным гостем пригласили туда. И я зашел в огромный стадион. Они арендовали стадион под это дело. Я зашел, я специальный гость, думаю, сейчас я вам тут, ребята, покажу. Такой, значит, прихожу и смотрю, просто 5000 жонглеров в одном месте. Все жонглируют. Значит, стоят тут такие шкеты дети, которые просто там 4 дьявола кидают. Тут мальчик 10-летний, 7 мячей, там 5 наверх с пируэтом. И я такой, а что я вам показывать-то сейчас буду, ребят? Как бы, что я вам покажу? Что вообще, что вы делаете? Это невозможно, я думал. Я почему-то, мне не пришла вообще мысль, да, какая-то, может, в интернете что-то посмотреть, что это такое. Конвенция и конвенция, мало ли, приедут там жонглеры какие-то, да, тем более, сказали, там, типа, там, любители какие-то, хобби. Любители и любители, мало ли, там, детские студии там соберутся. Тут же я знал-то, что там вот так вот все будет. Вот, я прям помню, я пришел, я начал на это смотреть и такой, ладно, хорошо, в общем, пришел, порепетировал, там, начал что-то делать.
Вот, смотрю, вокруг меня уже толпа людей собралась, ну, я там какие-то там трюки делаю, там не все это могут повторить, я там что-то делаю, все таки, о, классно, начали поддерживать. Движуха очень крутая, очень насыщенный контент. Мне понравилось, что там не хотелось спать, потому что там то есть там круглосуточно что-то происходило. Днем ты там куча мастер-классов всевозможных, там кроме всего прочего, там парады, да, то есть вот эти вот все игры, потом ночью, то есть все это время открыты круглосуточно залы, в которых постоянно куча народу тренируется. То есть ты можешь сам прийти потренироваться, ты можешь туда пообщаться, ты можешь познакомиться там с кем-нибудь и так далее. И, ну, много интересного, нового, да, и конкурсов миллион, просто конкурсов. Ночные вот Ренегайт-шоу тоже. Значит, у них были, сколько там, дней 5, наверное, шла конвенция, я сейчас толком уже не помню. И финальные 2 дня были гала-спектакли. Город Карлсруэ, Германия. Сняли, короче, просто театр здоровенный, сцена потрясающая, красивая, фойе. И, значит, в зале одни жонглеры, в программе 2 отделения работают одни жонглеры. То есть жонглеры для жонглеров. И, с одной стороны, это какая-то абсолютно другой уровень ответственности, потому что простой зритель, ну, ты знаешь, что для него работает. Да, если ты где-то что-то там подзапорол, да, никто этого особенно не заметит. Жонглеры заметят все. Им ничего объяснять не надо. То есть, если ты запорол, да, или что-то не получилось, это все увидят. Но, с другой стороны, там реакция. И реакция на то, что ты делаешь, гораздо лучше. Если ты делаешь действительно что-то интересное, да, что никто никогда не делал, или ты делаешь что-то крутое, то они просто там реакция сумасшедшая. Вот, и, конечно, когда в конце зрительный зал встал, вот эти все 1500 человек, которые в зале были, мурашки, оттакенные, прям, оттакенные. Вот, и то есть это вот огромная общность людей, которая занята одним делом, и ты настолько чувствуешь себя вот прям в семье. И я помню, я настолько зарядился от этого, потому что вот этот движ, и люди, которые занимаются одним делом, они понимают тебя без слов, да, то есть ты можешь не знать языка, потому что, ну, там, помимо европейцев, там еще другие люди приехали, но для тебя язык — это жонглирование, и ты можешь этим общаться. И это настолько классно, то есть ты увидел кучу людей, ты смотришь, что они делают, ты вдохновляешься этим, да, ты вдохновляешь других, ты смотришь на соревнования какие-то, да, кто там дольше прожонглирует 5 мячей, кто там быстрее пробежит 100-метровку с 3 мячами, да, Battle Club известная вот эта штука, когда, ну, знаешь, ребята с булавами одну выкинул, у других там все повыбивал, и вот там до последнего выжившего. Там волей клаб, я это вообще впервые видел, когда натягивается сетка, одна красная булава и типа волейбол с булавой. Ну классно же, ну круто. И вот этот просто 5-дневный тусич такой прям, я помню, приехал заряженный, я просто репетировал как проклятый, думаю, блин, еще хочу еще, прям класс, не зарядился, хочу еще. Да, так что EGC, да, EGC нас впечатлил, и, собственно, благодаря ему мы и решились на российскую конвенцию, когда появилась возможность. Товарищи, сегодня, в этот светлый день, жонглеры Российской Федерации в содружестве с жонглерами Японии выдают полет жонглеров по парку Горького! Жонглерскую конвенцию было организовать сложно, но приятно, потому что это уже был 2014 год, тот год, когда все организаторы, кто ею занимался, побывали как минимум на одной, каждый из нас, Европейской жонглерской конвенции в Финляндии и в Польше. И на базе того опыта, который мы там получили и видели, мы понимали, как нужно делать и что нужно делать. В нашу школу жонглирования в Дикую планету ходила девушка, занималась контактным жонглированием, девушка, которая работала в японском посольстве. Денис подходит ко мне и говорит: Сережа, а вот эта вот девушка, она же работает, а может быть ты с ней попробуешь договориться, чтобы привести этого чувака к нам с мастер-классами, потому что уже Кельвина Кальвуса мы привозили,
как бы, а давай еще. И я такой, да, ну, почему нет? Я с ней пообщался, она мне говорит, ну, слушай, да, вообще сейчас как раз вот скоро будет формироваться бюджет на следующий год, вот, и по культурным программам, и почему нет, давай попробуем. Думаю, нет, ну, если ввести так не одного, а хотя бы двоих, то, ну, и по контактному, и по классическому, потому что вот по классике я точно помню, Юрий Имамура был, вот. И Акатанпе, вспомнил, Акатанпе, контактный жонглер, да. Собственно, мы проделали всю эту работу, посчитали бюджет, и мы заложили в бюджет как бы их accommodation, перелет, проживание в гостинице, все. Они посовещались и в итоге сказали, да, мы вам выделим деньги, мы станем спонсорами как бы этого мероприятия. То есть и мы как бы поняли, что ну как бы делать просто мастер-классы двух мастеров это странно, как бы ну тогда уже надо делать конвенцию просто. Но это хороший повод для того, чтобы собрать народ и ну с пользой провести время. По сути, то, что мы сделали в Москве, это вот всем миром мы занимались. Вот здесь даже вот команда организаторов, вот здесь вот на камеру, да, вот можно посмотреть, да, кто все эти были замечательные люди, да, которые активно принимали участие в ее организации. Вот такой скриншотик. Фотографию можешь потом сделать. То есть все, чем могли, помогали. На самом деле это очень хорошо всех объединяло. Собственно, в этом и идея была конвенции, чтобы как-то создать какое-то вот именно сообщество жонглеров. Это вообще кайф, когда я знакомилась с кем-то, мне говорили, я программист, айтишник, ну вот иногда жонглирую там, и там кидает им какую-нибудь 7 мячей. Я такая думаю, нормальный чувак, поковырялся в компьютере. Или там, я не знаю, я там занимаюсь вообще, там, ну, я не знаю, ну, просто какие-то вообще такие не сложившиеся в голове профессии, да, и при этом как бы уровень не просто, есть которые просто любители, да, ну, это как бы чувствуется, что насколько у них хватает времени, столько они делают. А есть которые профики, которые не, ну, как бы не являются какими-то артистами великими, там, цирка, или там, театра, или там еще чего, но при этом они очень на хорошем уровне, на высоком уровне. Так как я занимался, ну, самоучка, сам выучил по урокам, и за все вот это время, пока я учился, техника очень попортилась, то есть там броски идут там, с одной руки так, тело кривое. Потом вот как раз встретился с Пашей Евсюкевичем. Он мне дал самые лучшие советы, как я считаю, что надо раскрыться, то есть не сутулиться. Самое главное, да, раскрыться. И после этого многие проблемы ушли. Дальше вот 5 развитие шло плохо, 7 вообще не получалось. А сейчас, когда техника поправилась, уже чувствуется, что можно идти дальше. То есть есть база, фундамент, который надо было сразу закладывать. С самого начала лучше заложить фундамент, потому что потом переучиться в 2 раза будет сложнее. Ну, сложнее всего, как показала практика, это не то, что, да, дойти до какого-то количества, вот там, не знаю, 9-10 мячей. Сложнее всего, как оказалось, это выступать с этим. Что там получается? 18 лет я, по-моему, 11 колец. Вот так вот сидит педагог мой, я папу попросил, он как раз работал где-то там на каком-то заводе, говорю, попроси там мужиков, чтобы сделали мне подставки под кольца. Потому что я, сколько, 9 из рук, из этих самых подставок 10-11. Первый же день он мне их дал, я в первый же день пришел, говорю, смотрите, дядя Сереж, раз в первый же день собрал 11 колец, потом года 2 не мог их собрать. 11, ладно, я без подставок так просто зажимаю кольцо, 11 выкидываю, собираю вообще. А 12 кому это надо, кроме меня? Ну вот реально так на манеже. Казалось бы, 4 был такой случай, даже, по-моему, пару случаев было в парке, как ты кидаешь 4 мяча, там, человек подходит, 4 мяча, говорю, да. И тут же буквально там через 10 секунд начинает кидать трюк 7-3-3, он так выступает, сколько мячей. Да все по-прежнему, 4, вот 1 вверх и 3 внизу, 1 вверх, 3 внизу, да, вот сейчас вижу 4, а так незаметно. Вот
прелесть, да, казалось бы. То есть чувак увидел трюк, и он уже не думает о том, сколько мячей, он не понимает, сколько их. То есть вот эта магия меня поражает, да, что вот, казалось бы, вот чуток что-то добавишь, что-то изменишь, и уже вот забываешь про количество мячей, сколько их там, зачем. Нет, вот просто образ, и он красивый. Вот эта вот магия меня порой поражает. То есть я вообще сторонник, я не люблю, когда выходишь и просто там вот трюки. Ну класс. Но зрителю по большому счету вот пофиг, 7 ты колец кидаешь или 11. Ну вот правда. После 8 колец вообще непонятно. Я даже не всегда могу понять, там 9 это или 10, да, потому что ну сбоку это тррр-тррр, ну класс, зашибись. А вот когда ты берешь там 3 или 5 предметов и показываешь красоту с этим, а если это еще и музыкально, а если это еще и эстетически красиво, вот это, на мой взгляд, опять же, субъективный, это мне нравится больше. Но нужно пройти вот эти все круги ада. То есть будет и не получаться, будет падать, и нужно это, главное, преодолевать, да, не останавливаться. То есть, мне кажется, преодолев, да, ну я говорю о технической стороне жонглирования, поработав, прям, ну, хорошенько годами придется поработать, ты уже дойдешь к этому, к искусству, к владению ремеслом. И уже с этим ремеслом можно уже делать искусство. А теперь мы вам покажем, как новейшие технические достижения сочетаются с высоким артистическим мастерством. Александр Николаевич, это история, конечно. Это лучший непревзойденный жонглер мира в течение 30 лет. И когда сейчас пишут, вот у нас сейчас жонглеры современные, все кидают, не то, что там кис 5 палочек за спину бросил, это уже был мировой трюк. Тогда это был рекорд. Тогда никто не мог этого сделать. И знаете, как это произошло? Он же его репетировал 12 или 15 лет, этот трюк, 5 за спину. И он не репетировал специально. У Киса был такой принцип. Пока он не бросит 100 темпов какой-то трюк, он не выпускает его в работу, он считается не готовым. То есть, если с 3 предметами это 300 бросков с 2 рук, если с 5 предметами это 500 бросков, только тогда он пускает в работу. И он придумал этот трюк. Пока ты не знаешь, пока ты не видишь. Сейчас можно по видео посмотреть и понять, ага, здесь так, потом 2 быстро, потом затяжечку, эти растянуть, и потом паузу делаем и бросаем. Это сейчас легко. А тогда, когда ты сам думаешь, как это сделать, это было очень сложно. И несмотря на то, что он такой был мастер, он пытался все эти угол, высоту, количество оборотов, все он пробовал, у него получалось какое-то количество бросков, но это не считалось трюком. И однажды я слышал такую историю, он должен был поехать в круиз мировой, и приехал импресарио. И говорит, Саша, ну покажи, какие трюки ты новые сделал. Александр Николаевич показывает один трюк, второй. Ну, браво, Саш, классно, классно. А еще что-нибудь новенькое есть? Говорит, есть у меня трюк один, но он не готовый. Ну, покажи. И Кис берет 5 и раз 50 бросает за спину. Ничего, как не готовый? Ну, готовый же, вот. Говорит, нет, у меня все 50, а нужно 500. Ну, так брось 500, не могу. Я уже 20 лет или 12 лет репетирую. Вот только 50 бросков, все, больше не могу. Обычно молодежь такая, бросил там 15 раз, получается, все, в работу пускаю. А Кис 50 бросков не готовый трюк, нет. Говорит, все, я даю в рекламе, что ты бросаешь 5 булав за спину веером, тройным оборотом, все, реклама, новый трюк мировой, который никто не делает. Не давай, я не успею, я не сделаю. У тебя еще есть время, давай. И Кис уперся и начал пахать. И вот он сделал этот трюк, он очень уверенно его делал, это его короночка была, без завалов. Так появился этот трюк. Мне чисто случайно, прям вот интересно стало. Я решил ради угара просто посмотреть, насколько я смогу, продержать 4. Я ненавижу 4 булавы. Ненавижу.
И я что-то кидал, смотрю, 9 минут. Я такой, неплохо. Выкладываю в ВК, и мне тут же пишет Поляков такой, типа, слушай, а есть такой сайт прекрасный, Jungling Records. Ну, типа, попробуй туда, типа, туда можно заливать рекорды. И думаю, типа, ну фиг с ним, выложу. И я решил следующую попытку попробовать. 27 минут продержал. Вот такой, вау. Я случайно начал что-то листать там мировые рекорды, смотрю, там 58 минут. Амирон Росвелл. Я зашел на него и думаю, то есть мировой рекорд всего лишь 58 минут? Я посмотрел на все рекорды, какие вообще были, и я понял, что это самый реальный, который я могу сейчас побить. Проходит неделя, я отдыхаю. Чувак, Дэвид Пискоя, 1 час и 2 минуты с чем-то сделал. Вот, я такой думаю, ну вы обалдели, что ли? Не, так не пойдет. И я просто с утра прихожу, не завтракал, не пил, не ел, не разминался, только проснулся, поставил телефон вот туда и начал кидать. Перед этим я в телефоне врубил себе плейлист, он был примерно на час. И вот когда вот он закончился, а я кидаю, я понял, что я близок. Но это, кстати, мой не первый мировой рекорд. До этого я поставил рекорд с Милс Мелсом. На один оборот 1 час 4 минуты. И в этот же самый день Амирон, засранец, бьет его только половинками. И я понял, что с ним тягаться бесполезно. И я когда 4 побил, я был рад только одному, что я побил не рекорд Амирона. Я побил рекорд кого-то другого, который его перебил. Вот, это было забавно. Нету основной школы статистики. Я тебя могу учить жонглированию так, а другой педагог так немножко. И кто из нас прав, он или я, нету. Я скажу, так правильнее руки, а он скажет, нет, вот так правильнее руки. А ты придешь к тому, что это твои руки, и они будут именно так, как твое тело, твоя длина рук, твое понимание, все. Есть основа школы, основа цирка, но это элементарное все. А дальше все это индивидуально. Знаешь, мне сложно ответить на этот вопрос. И долгое время я считал, что вот есть только технику, которую мне преподал мой отец, которая, соответственно, была у Фирс Петровича Земцева, и только это есть истина. Да, и то, что если ты какой-то кривой, у тебя не там стоит локоть или плечо, то ты физически не сможешь жонглировать. Потом, когда я посмотрел на Танигата, который не очень ровный человек, давайте откровенно скажем, он же кривой, но при этом наверху у него идеальный рисунок. И ты такой, так, хорошо. И потом ты начинаешь просто смотреть ребят, жонглеров, и понимаешь, что, скорее всего, техника важна, безусловно, но есть основополагающие принципы, которые, если ты не выполняешь, просто ровность рисунка, который вверху, и ритм. Если вот эти два важнейших принципа, они соблюдены, и у тебя ровненький ритм, ровненький рисунок, какой бы ты ни был внизу, у тебя все будет лететь. Но если ты еще и внизу хороший, классный, ровненький, тогда молодец. Вот я думаю, что это 2 основных вещи, потому что многие о том, что можно там кисти открывать, ты за рубежом рассказываешь, они такие, что, так, да, это вот так делается? Ты такой, вообще, да, они такие, не знаю, я вот так кидаю, нормально, смотри, 7 мячей с пируэтом, ты такой, да, нахер мои кисти, в принципе, зачем это все, к чему это все? Есть разница, допустим, между людьми, есть, но руки мягкие, чувствительные, а второй их хочет, но у него руки дубовые. Талант жонглера – это пахота, это только пахота. Будешь пахать, будет талант. Нас много, и мы с реквизитом. Бойся нас, обыватель. 16-й год, конечно, эта конвенция сделала этот самый толчок, потому что на нее приехал лучший жонглер планеты, Вес Пиден. Его пригласили нижегородские коллеги. You can apply these things to many different tricks, not just, that's the end of the story, it's one trick. You can do it all over the place. До того, как я попал на жонглерскую конвенцию, я видел пару видосов Веса, но я вообще не придавал ему значения.
Но после конвенции, когда все говорят «Веспиден», да кто это? Я даже не мог вбить нормально в поисковик, потому что кто это вообще? Я смотрел видео Веспедена, я подумал, что это какой-то безумный чувак, но тоже сначала не углубился и не уделил внимания его творчеству. Честно, даже сначала было непонятно, но это выглядело как безумство. Сложно такое воспринимать, когда ты даже не знаком, потому что этот парень пробует действительно очень неординарные вещи и новые формы во всех смыслах. И вот теперь в Театре юного зрителя мы решили устроить гравитационное шоу «Вулкан против пальмы». Гала-шоу — это было что-то абсолютно невероятное для меня, новое, потому что, я не видела, чтобы ребята на жонглировании совмещали такое большое количество штук и идей. И это было очень интересно смотреть. И Веспиден просто полчаса. Один чувак, одна сцена, полчаса, куча реквизита. Я офигела. Мои 3 минуты с огнем здесь такие ушли курить нервно в угол, потому что полчаса я не могла оторваться от него. Я смотрела на него безумными глазами, такая: господи, чувак, где ты такой взялся? Почему он запомнился? Потому что я соседу сказал: слушай, я не понимаю, как у него инфаркт не был. У человека должен быть уже инфаркт после такого выступления. Более креативного парня в плане жонглирования, я, наверное, не встречал. Я поняла, что у человека реально открыто сознание для всего. Он настолько понимает, что происходит, и что мир манипуляций — это намного шире, чем мы представляем себе в целом. Это поменяло мой взгляд на знание того, что жонглирование — это не только цирк. И не только у нас вот так вот, да, то, что на самом деле той же вот этой IJA, которая, да, International Juggling Association, ей же сколько там, почти 60 лет уже, казалось бы. Просто организация, вот просто тупо жонглеров. Ты смотришь какие-то архивные записи, и там реально там 50-х годов какие-то видео, приходят ребята с такими дутыми булавами, еще из 50-х жонглируют, что-то тусят, там их много. То есть это у нас как-то вот жонглеры появлялись вот здесь в основном, да, как-то в советские годы, больше, наверное, в детских студиях, может быть. А там это, там просто другая культура, в принципе, восприятия этого всего. Знаешь, в Европе, на самом деле, по трюкам много кто угорает, но видно, что люди именно в это играют. У них есть такое понятие play. How long you play clubs? How long time you playing clubs? Вот так они играют. То есть у них это не тренировки, там, не как цель жизни. Для них это игра. Еще знаешь, что такой крутой момент? Вот главное отличие конвенций русских от европейских. У нас они очень продуманные в плане расписания и мастеров. Там, если за неделю до события у тебя нет расписания мастер-классов, а у нас так, ай-яй-яй-яй, как же так? Где расписание? А там его вообще в принципе нет.
Вообще нет никакого расписания. Есть огромная белая доска разлинованная, люди туда приезжают и записывают свое имя, мастер сам записывает. Я хочу провести мастер-класс там по даблстафу или почему-то еще очень креативному. Он выбирает себе окошечко и просто сам себя туда вписывает. Сначала мне показалось, как же так? Так неорганизованно. Ну, мы же должны спланировать свое время, а когда ты вообще отпускаешь эту мысль и думаешь, это все, это флоу, ребята, вот он. И ты просто отпускаешь себя и путешествуешь. Поэтому по конвенции. И это очень кайфово. Это мероприятие первое в жизни, и до вчерашнего дня я не встречал ни одного человека, который жонглирует. Я не видел, чтобы... Нет, я встречал, кто жонглирует 3 мячами, много, а так, чтобы кто-то этим занимался и там больше 4 кидал, я не видел никогда до вчерашнего дня. Вот, я не видел жонглеров, не встречал. Вот. Я специально приехал, чтобы посмотреть на людей, какие они разные, там, со всех городов, кто этим занимается. В принципе, это уже стиль жизни, как бы ты уже с этим ассоциируешь. У тебя и как бы вот такой комьюнити, общая тусовка, как бы жонглирование, часть себя, ты уже не видишь себя не в жонглировании. Потому что не представляю себе свою жизнь без этого. Типа я вот не покидаю, допустим, да. Я когда болел, я не кидал неделю. И все. И мне хочется, просто хочется, как зависимость. Все. Внутреннее ощущение, то, что ты не знаешь почему, но ты должен это сделать. И ты часто даже осознаешь, ну вот, взять в руку кендама, ну это бесполезная штука. Но, блин, ну хочется сделать так, чтобы хотя бы 9 раз из 10 вот он залетал туда, куда надо. Даже если, блин, ты знаешь, что это нафиг не надо никому. Знаешь, вот как способ не сойти с ума, наверное, вот, как я обычно отвечаю. То есть способ как-то вот, я не знаю, оторваться от монитора и делать что-то, чтобы при этом мне не было скучно. Вот как-то так. Ты знаешь, я думаю, жонглирование для каждого, кто занимается этим не просто как спортом, а еще немножко как... Хотя не прав, наверное, и спортсмены тоже. Я здесь не берусь, я никогда не был спортсменом. Для каждого это будет что-то свое. Потому что, скажем, я в номерах, которые я делаю, я жонглированием пытаюсь музыку, под которую работаю, я пытаюсь ее спеть. То есть для меня жонглирование — это язык моего общения со зрителем определенным. То, что жонглирование — это космос, это безусловно. Мы же боремся с самой величественной силой в природе, с гравитацией. Мало того, мы ее периодически, конечно, она нас побеждает, нет, бывает такое, да, но мы ее приручаем, мы становимся союзниками с ней, и благодаря ей мы, да, делаем те вещи, которые мы делаем. Мы начинаем как бы вот с ней вот играться. Так что космос, да, определенно. Поэзия легко, песня, да, музыка 100 пудов, ритм, конечно. Для каждого свое. Что выберешь ты? У меня есть свой человек в цирке. Когда приезжает новая программа, я говорю: алло, Гена, жонглеры есть? Да есть жонглеры, приходи. Я бегу сразу на программу, практически я стараюсь не пропускать ни одну программу. Я смотрю, насколько сейчас улучшилась и увеличилась техника жонглирования. Как классического, как в перекидку. Если раньше были вот считанные люди, которые владели этой техникой и которые не делились ни с кем, то сейчас это в открытую, благодаря этим конвенциям, благодаря тусовкам этим жонглерским, встречам, обменам, опытом.
Конечно, хотелось бы, да, больших масштабов, и, наверное, мы все, и наше сообщество заслуживает, чтобы сейчас было жонглеров там, может быть, там 1010, да, активных. Вот. Но по разного рода причинам это невозможно одновременно, чтобы все прям интересовались, там, бежали все там куда-нибудь на Дальний Восток на очередную конвенцию. Просто слишком у нас большая страна в этом плане, и слишком разные люди, и слишком разное жонглирование. Для меня это вся жизнь прошла в жонглировании. Это жизнь. Ну, цирк — это моя жизнь. Она вот уже подходит к финалу. Ну, как бы, может быть, иногда мысли были, а зачем, а пошел бы там, ну, в инженеры или в другую профессию нормальную. На этот вопрос я хотел бы процитировать Егора Летова. Я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. И когда я их найду, я уйду отсюда прочь, я уйду из зоопарка. Вот то, что мне это помогло. Найти таких, как я, с которыми я себя хорошо чувствую, с которыми у меня есть общая страсть, такая семья, в которых я еще далеко не всех знаю и со всеми никогда не познакомлюсь. Но я знаю, что если я в любую страну я полечу, я всегда найду людей, которые будут рады меня встретить, и которых я буду рад встретить. Поэтому я за то, чтобы этот жанр развивался. Это будет классно. Я за пропаганду этого жанра. Так что, ребята, жонглирование — это один из самых удивительных вообще жанров не только в цирке, но и, в принципе, видов деятельности, наверное. Я бы так это охарактеризовал. Жонглирование для меня — это наука, это философия, это искусство, это хобби, это стиль жизни, это то, чем я стал. О, вот это да! Что, перемещаемся? Чуть-чуть сбились. Давай так. Получается, у тебя вот этот мелкий ритм, значит, у нас должен быть более крупный. Ну что, непонятно? Короче, вот это бас. Это бас. Ты ритм. Слушай, мы с тобой должны в первую очередь сочетаться, потому что мы с тобой ритм секции. Окей, все.